Приветствую всех на канале Горизонт Событий. Огромные сугробы и пробки 8 баллов – это все последствия нового снегопада в Челябинске, который пережил второй снежный апокалипсис за неделю. Город замело, в школе отменили уроки и отправили детей на дистанционное обучение. Взрослые в 4-й раз за неделю встали в пробках. Горожане жалуются на плохую расчистку улиц. Власти говорят, что невозможно убрать все одномоментно. 26 декабря в Челябинске выпала месячная норма осадков, и минувшей ночью суперметель повторилась. В мэрии сообщили, что расчистка ведется поэтапно, постепенно уберут везде. Одномоментно очистить миллионный город от снега и вывести его на специальную площадку невозможно. Администрацией города Челябинска принимаются всевозможные меры для приведения улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее беспрепятственный проезд автотранспорта и проход пешеходов. Власти просят горожан по возможности не выезжать на улицы города и убрать автомобили с проезжей части. Ночью из-за припаркованных машин коммунальщики не смогли качественно почистить несколько десятков улиц, сообщили в администрации. Сильные дожди вызвали наводнения в странах Европы. Нижняя Саксония ушла под воду. Местные жители даже начали красть мешки с песком, которыми пожарные укрепляют дамбы. Власти призывают их остановиться. Тем временем в результате сильных дождей повышается уровень воды и в реках в Нидерландах. Особенно сильно повысился в Эйсел. Это один из рукавов Рейна. В городе следят за уровнем воды. До критической отметки осталось 10 сантиметров. На всех набережных и рядом с каналами уложены мешки с песком. Оперативные службы города перевели на усиленный режим работы. Ранее сообщалось, что в общине Лилиенталь под Бременом из-за наводнения произошел прорыв плотины. Местные власти объявили режим повышенной опасности и начали эвакуировать жителей. Глава МВД Нижней Саксонии Даниэла Беренс сообщила, что почти вся Нижняя Саксония оказалась под водой. Ситуация с наводнениями на этой территории остается очень сложной. Земельное правительство в Ганновере 28 декабря запросило помощь территориального командования Бундесвера. По итогам запроса 6 вертолетов перевели в режим боевой готовности на следующий же день, отметил представитель территориального командования. Вертолеты нужны для того, чтобы контролировать и поддерживать состояние дамб в случае, если они ослабнут или прорвутся. Также запрос земельного правительства предполагает, что силы Бундесвера окажут помощь с перемещением людей. Гигантские волны Тихого океана обрушились на западное побережье Калифорнии и вызвали наводнение. Власти округа Санта-Крус предупредили жителей о возможной эвакуации. Мощные потоки разрушили пляжи, парковки, залили веранды ресторанов. Синоптики призывают держаться от причалов подальше. По прогнозам, Калифорнии в ближайшее время угрожают новые волны до 12 метров в высоту. Многотысячный караван мигрантов движется к границам Соединенных Штатов. Люди идут пешком из Мексики.
Состав каравана многонациональный. Жители Центральной Америки, Бразилии, Кубы и других стран. Мужчины и женщины с маленькими детьми, даже пожилые люди. Идут они к американской мечте под лозунгом «Исход бедности». По словам самих мигрантов, США является сейчас для них последней надеждой на благополучную жизнь. Мексика перестала предоставлять легальный миграционный статус для иностранцев, и они лишились права на официальное трудоустройство и бесплатное медобслуживание. Мы нуждаемся в помощи. Нам нужны документы, чтобы миграционные власти не останавливали нас и не депортировали обратно, заявил мигрант из Сальвадора Игнасио Адонай. Власти США и Мексики провели срочные переговоры из-за сложившегося кризиса на границе. Сильные наводнения из-за проливных дождей продолжаются в Малайзии. В этот раз пострадала Лата Джангути в штате Келантан. Повреждена местная инфраструктура, размыты десятки дорог, разрушены или повреждены здания. На муниципалитет Санта-Роза в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул обрушился сильный шторм. Сильные порывы ветра сопровождались проливным дождем, в результате чего были разрушены несколько домов, повалены деревья и несколько тысяч человек остались без света вследствие повреждения линии электропередачи. В Саудовской Аравии продолжается наводнение, вызванное проливными дождями. Машины с трудом едут по улицам, залитыми водой. Затоплены сотни домов, повреждена инфраструктура. Власти призывают местное население быть аккуратными и без сильной необходимости воздержаться от поездок. Столбы света наблюдались в небе Аляски. Температура в регионе упала до минус 22 градусов. Столбы света – это оптическое явление, которое возникает, когда частицы льда отражают свет. Обычно это происходит в холодном климате и в местах с повышенной влажностью. Кристаллы льда, подвешенные в атмосфере, действуют как маленькие зеркала, отражая свет внизу. В селе Рыбаки на Итурупе очередной раз все побережье завалило рыбой. Причина массового выброса рыбы на берег неизвестна. Это уже своего рода традиция, не самая приятная, говорят местные жители. Спасибо за просмотр и до завтра на нашем канале. Не забудьте подписаться, чтобы ничего не пропустить и оставаться в курсе последних событий.